Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Как вы уже поняли, сегодня я хочу вам показать идею создания осеннего образа для нашей куколки Розочки. Так как у нас сейчас осень в самом разгаре, я не смогла удержаться и не сделать осенний наряд для нашей девочки. И поэтому у меня возникла идея, и я решила с вами ею поделиться и рассказать, как я создавала этот образ, из каких ниток, что вы можете сами связать, воспользовавшись этой идеей. Ну а если вдруг что-то приглянулось, можете написать, я тогда сделаю мастер-класс по какому-либо из вот этих вот нарядов. Ну, в принципе, наряды такие все вам знакомые, и вы сами сможете создать этот образ. Я только лишь поделюсь, какими я пользовалась нитками и какие мастер-классы, уже имеющиеся на канале, я использовала для создания этого образа. Ну что ж, начнем. Давайте начнем с платьишка. Платьишко у нас такого плана, оно без рукавов, для того, чтобы хорошо одевалась кофточка. Оно у нас полностью распахивается. Это платье наподобие, как я давала, желтенькое, или можно использовать схему, ту, которая была с рюшами платья. Единственное, что я здесь использовала стандартные нитки, которые я всегда использую. И не возникнет никакого труда связать это платьишко. Оно у нас расширяется постепенно. И здесь связано 3 рюшки в осенних цветах. Последняя рюшка самая такая большая. И, видите, она такая прям идет воланами. Горловину тоже обвязала. Это просто столбик без накида, воздушная петля. И получается вот такая красивая горловина. Вязала я столбиками с одним накидом. Потом подсоединялась и делала вот эти вот рюшечки. Сзади застегивается на 3 пуговички. Пуговички подобрала по цвету. Петелечки у нас здесь. Вот так вот. И так платьишко застегивается. Это вот что касается нашего платья. Все цвета я укажу в описании под видео. Где описание под видео? Это вы смотрите внизу видео, там есть описание. Нажимаете на «Еще». И вываливается такой большой список. Там будут все нитки. Ну, крючки, вы сами понимаете, тоже какие я брала. Это у нас в основном 2 для кловера. И 1,75 я для одежки использую, если это обычный крючочек с бамбуковой ручкой. Ну, звычайный. Обычный крючок. Так, про платьишко я вам рассказала. Далее у нас идут штанишки. Штанишки тоже я вязала из расчета по петелькам ножек. И потом давала немножко больше на зазор. Соединила точно так же, как соединила ножки. И провязала вот до окончания трусиков. Вязала по спирали столбиками без накида. Внизу сделала рюшечку. Вы уже знаете, что я люблю рюшечки, да? Продела сюда шнурочек, который я связала путем разделения ниточки Alize Cotton Gold на 2 половинки и вязала крючком 1,25. Сюда сделала вот такие замечательные колокольчики 2 цветов. Так как буйство красок осенних, мне везде хотелось употреблять разные цвета. И вот колокольчики я здесь присоединила тоже разного цвета. Вверху я специально сделала здесь такие арочки для того, чтобы потом ввести связанную веревочку, и эти штанишки можно подтягивать, завязывая на вот эту веревочку. Вот такие вот у нас капри. Далее у нас идут сапожки. Значит, смотрите, сапожки мягенькие, я не делала никакой толстой подошвы. Все хочу, но пока я обхожусь тонкой подошвой мягенькой. Низ — это тот же самый принцип, что мы вязали с вами туфельки для этой куколки. А верх я связала по принципу тех сапожек, которые у меня уже есть на канале в комплекте роза мята.
То есть взяла низ от вот этих наших туфелек, вязала свободно крючком, тоже двоечкой кловер. А это я уже связала тот узор, который на тех ботиночках был. То же самое сделала завязочки. И вот смотрите, тоже не удержалась. Сделала здесь бусинки разных цветов. Ну вот мне так нравится. И я сделала такие вот кружевные ботиночки для этого наряда. Далее у нас идет кофточка. Ну, кофточка немножечко по другой схеме я вязала, но можно взять и на канале. Это фактически платье, только с длинными рукавами и застежка не сзади, а спереди, да. Вот, тоже я вязала, начиная с горловины, потом связала низ, рукавчики сделала, посмотрела длину и потом все, как я люблю, обвязала рюшечкой. Здесь рюшечка более крупная такая, а здесь просто столбик без накида и петелька воздушная между этими столбиками без накида. Вот получилась такая кофточка. Я ее сделала без застежки, просто как бы такая разлетайка на осень, легенькая. Одевается сверху платье. Благодаря тому, что у нас платье без рукавов, то вот эти вот длинные рукавчики очень хорошо одеваются и сидит хорошо. Далее беретик. Беретики. У меня еще не было беретов на канале. Я связала просто сначала беретик. Не смогла удержаться опять-таки от рюшечки, чтобы у меня было какое-то украшение здесь. Так как все-таки красок много. Хочется использовать их все и разные. И поэтому я здесь сделала рюшечку другого цвета. И, естественно, не удержалась, чтобы не сделать украшение для нашего беретика. Связала вот такую вот беретку с висюльками. Мне очень понравилось, захотелось. И вот к нашей блондиночке очень хорошо подходят вот такие интересные украшения в таком цвете. Вязала я здесь столбиками с одним накидом, обычное увеличение, потом сокращение. Все, то есть тут особой сложности в вывязывании этого беретика нет. Вот, теперь сумочка. Сумочка вы, наверное, узнали. Это такая же самая сумочка, которую мы вязали для розочки. Она точно так же вот тут вот у нас на пуговичке закрывается, открывается. Я ее немножечко наполнила холофайбером, чтобы она держала объем. То же самое донышко, просто здесь сделала узор. Буйство красок опять таких же у нас, зелено-салатово, желто-оранжевые. И здесь я немножечко связала другую ручку. Ну, этот метод у меня тоже есть на канале. Я уже не помню, в какой сумочке. Если что, поищу, напишу. Вот такая у нас вышла красивенькая осенняя сумочка. То есть, смотрите, вот из вот этих вещей всех состоит осенний наряд розочки. Вам не составит труда, я вот поделилась идеей, вы сможете тоже такое связать. Если вдруг что-то вас заинтересовало или возникли трудности, что вы хотели бы, чтобы я создала мастер-класс по какому-либо из вот этих вот нарядов, я, в принципе, могу впоследствии там в будущем записать, как я это вязала. Ну и, естественно, посмотрим, как выглядит наша розочка в этом наряде. Вот так выглядит уже наша куколка в одежде. То есть я там убыстренно показала, как оно все одевается один за другим. Это не составляет никакого труда. И вот так вот она выглядит. Вот такие у нас вот здесь рюшечки, рюшечки, рюшечки. Везде рюшечки, цветочки, колокольчики, бусинки.
И здесь вот у нас еще такая блестящая, замечательная пуговичка. Весь наряд связан нитками Alize Cotton Gold. Я уже говорила, что я все цвета покажу. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, спрашивайте. С удовольствием я вам отвечу. И на этом по поводу наряда осеннего нашей девочки все уже вам рассказала. И сейчас хочу немножечко рассказать о своих планах, о небольших своих покупках. Их немного, но может быть для кого-то это будет интересным. Вы уже знаете меня и знаете, что я люблю вязать салфеточки. Вот у меня тут, видите, сколько салфеточек. Была я в магазине, и попались мне на глаза вот такие вот интересные нитки. И я не устояла. Ну, вот эти нитки, они простые. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Они тоненькие, обычные. Это я взяла себе, свяжу какую-нибудь салфеточку салатового цвета. Они мне очень нравятся, такой цвет. Будет у меня в коллекции еще такая вот интересная салфеточка. А вот эти нитки, я впервые с такими нитками столкнулась. Я их не видела. Они очень-очень дешевые. Потому я и соблазнилась. Они с люрексом, видите. Видите, даже на них ничего не написано. Но они дешевые, хлопковые. И с вот таким вот люрексом. Она толстенькая, довольно-таки толстенькая ниточка. Метраж на ней указан не был. Ну, я так посмотрела и решила, что я свяжу салфеточку. Я очень люблю белое с золотым. У меня вот есть вот салфетка, здесь лежит просто золотая, но это из очень тоненьких ниточек. А это я сделаю вроде сервировочной, посмотрю. Обязательно вам покажу, когда я ее свяжу и что у меня получится. Впервые вот сталкиваюсь с такими нитками. Ну, они меня соблазнили своей ценой. Вот, это я вам показала. Потом все вы знаете, что у меня на канале еще есть мастер-классы по вот таким вот шарикам-темарикам. Для этих шариков я тоже покупаю, когда попадаю в магазин, кое-какие принадлежности. Вот мне попался как раз тоже в красках осени, попались вот такие нитки. Я себе их взяла, это вот как раз вот из таких ниток. Я наматываю основу. Соблазнилась на такое. И у меня иногда я провожу мастер-классы по вышивке шариков вживую. И прикупила инструмент. Вот такие вот ножнички маленькие, миниатюрные. И для того, чтобы если у нас вдруг застреет нитка в шарике, я предоставляю людям и такие щипчики, чтобы можно было вытащить иголочку. А так как у меня всегда их не хватает, вот я еще прикупила такие штучки. Это мне вложили в подарок. Я не знаю, вот, девочки, скажите, кто пользуется вот этой штучкой. Ведь я даже ее не распаковывала. Вот это распаковала при вас. Это вроде как счетчик, да, он на палец одевается вот так вот, что ли. Счетчик рядов. Ну, тут вроде как, если вот так нажимать, то оно считает. Ну, не знаю, а так сбрасывает. Такая штучка, не знаю, полезная или абсолютно бесполезная. Ну, короче, вот. По поводу своих планов. Сейчас планирую выпустить мастер-класс по вышиванию шарика. Темари, шарик, японский шарик счастья. Планов у меня очень много, так что мы с вами не прощаемся. Далее будем работать. Возможно, появится салфетка на канале. Вот я не знаю, напишите мне, надо, не надо, интересно кому-либо вязать салфеточки вместе со мной. Будем выбирать какие-то схемы, разбирать и вязать их. В первую очередь сейчас выйдет шарик. По поводу осеннего наряда куколки пишите, какие ваши впечатления. Может быть, что-то захотите. Я тогда постараюсь выпустить какой-либо мастер-класс по наряду куколки. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам
вместе со своей розочкой в осенним нарядом. Здоровья и удачи, чтобы у вас эта осень была красивая, яркая, сочная, чтобы никто не грустил. Каждая погода приносит какую-то свою прелесть в нашу жизнь. Вяжите, получайте удовольствие. И до новых встреч! Жду вас на своем канале. До свидания. Пока-пока.